Сегодняшняя лекция, мы начнем ее, пожалуй, с самого жизненно важного вопроса, самого такого тонкого. С одной стороны, когда об этом приходится говорить, все очень абстрактно, оторвано от жизни, а с другой стороны, все получается реально очень жизненно значимо. Потому что речь пойдет о теории познания и практике познания, как об основах творчества. Ну, давайте посмотрим на то, чего делается в науке. Вот какие методы есть в науке. Да, исследование, вот производство нового знания. Опыты, эксперименты, в математике некая система доказательств, в науках тоже. И законы они ведь тоже взяли не из выдумки, а из наблюдений, экспериментов. Ну и как мы говорили на первой лекции, что науки бывают точные, так называемые гуманитарные, в которых есть некоторые проблемы с тем, что было названо метрологическая состоятельность. Ну а метрологическая состоятельность выражается в том, что мы либо на основе своих органов чувств, либо на основе приборной базы в состоянии выявить некие явления в природе, в жизни общества, единообразны вне зависимости от нашего субъективизма. Если вот это вот качество утрачивается, то наука плывет, получается трёп, наука перестает быть наукой и становится тем, что называется гуманитарное знание в большинстве своем, или уже наука в естествознании. Дальше встает тут тонкий момент, потому что если мы будем смотреть действительно на методы научного познания, ну, конечно, в основе всех них лежит интуиция. И все достояние науки – это, ну, хотите интеграл, хотите сумма осмысленной интуиции людей за все время существования человечества. А дальше… Здравствуйте. С праздником вас. А дальше, вот что происходит за интуицией, это можно разделить на два потока. Один метод – это доказательный, а другой метод – описательный. Каждый из них обладает своей спецификой, и отказ от любого из них в науке в широком смысле слова, это, в общем, некоторая ущербность науки. И вот если с доказательным методом все более-менее ясно, есть некая исходная информационная база, на ее основе ставятся некие эксперименты, либо умозрительные умозаключения приводят к каким-то определенным выводам. Если, допустим, один человек смог доказать теорему Пифагора, то другой человек, посмотрев с его доказательства, может согласиться с ним, либо воспроизвести при необходимости, ну, а может найти какие-то другие пути. Вследствие этого возникает один из общепринятых в науке критериев, что любой научный результат должен быть повторим.
И вот когда говорится, что любой научный результат должен быть воспроизводим независимыми исследователями, на самом деле получается подвох, потому что кроме доказательного метода, в науке есть описательный метод. Если человек что-то увидел, описал это событие, сделал из него какие-то выводы, то по своему существу это тоже знание. Но тем не менее, не всякие события воспроизводимы в экспериментах, и не всякие события достаточно часто повторяются в природе. Ну а если говорить о том, что стало в свое время достоянием психики Мухаммада, Христа, Будды, то это невоспроизводимо по двум причинам. Причина первая – уникальность всякой личности. То есть для того, чтобы понять, что на самом деле происходило в жизни названных людей, как, в общем-то, и других людей, надо в себе самому воспроизвести алгоритмику их психики. Некоторым образом прочувствовать ту эпоху, тогда можно будет судить о том, что было действительно, а что было просто, как теперь говорят, глюками, которые в силу разных причин вошли в культуру, положили начало некоторым традициям, которые существуют до настоящего времени. То есть, если обращаться к существу знания, то требование воспроизводимости экспериментов и результатов, оно не является критерием научной состоятельности тех или иных знаний. И это приводит к вопросу о том, что является критерием научной состоятельности и адекватности полученных знаний. В общем, история знает только один критерий, один принцип – практика – критерий истины. Этот принцип открыто провозглашается в науке, но в то же самое время он же в разных формулировках предлагается и в большинстве исторически сложившихся конфессий. Ну, буддизм весь основан на том, что каждый последовательный буддист в конце концов должен пройти через то, что в буддизме называется просветлением. Это некий качественный рубеж, после которого меняется восприятие мира, меняется миропонимание и, соответственно, меняется отношение индивида к жизни. Человек, обретший просветление, прошедший через него, он уже не такой, как был до того. То есть все реально практически, а не только на словах, теоретически, чего-то там излагается. Один из буддистских афоризмов гласит: слово «луна» – это только палец указывающий. Горе тому, кто примет палец за луну. Если вы обратитесь к Ветхому Завету, то вы там тоже найдете. Если пророк скажет именем Бога, не сбудется то, что он скажет, то не верьте ему. Он говорил по своему дерзновению. В Новом Завете те же самые мысли. Берегитесь волков, которые приходят в овечьих шкурах, по плодам их узнаете их. Не приносит терновник смокв, и еще чего-то в этом духе тоже. В Коране те же самые принципы. Но там они носят предельно универсальный характер
и указывают на то, что принцип практика критерий истины не может быть только достоянием науки или только достоянием религии. В Коране фраза: «Когда спрашивают тебя, рабы мои, обо мне, то скажи: я близок, отвечаю призыву зовущего, пусть же и они отвечают мне». И если сложился исторический конфликт между наукой и религией, то суть этого конфликта в том, что, декларируя принцип практика критерий истины, реально в силу разных нравственно обусловленных причин в жизни люди оказываются неспособными следовать этому принципу всякий раз последовательно. Здесь может встать вопрос еще, что если, допустим, теория гласит о том, что если делать определенные действия, то будет некая катастрофа и беда. Следует ли это делать и как? Потому что практика критерий истины, она, в принципе, в ряде случаев выражается и в катастрофе. В общем, если теория гласит, что этого делать не следует, этого действительно лучше не делать. Бывают такие ситуации, когда теория не дает запретов на что-либо. И тем не менее катастрофа происходит в силу того, что все теории носят ограниченный характер и обусловлены теми внешними обстоятельствами, в которых они складывались. Если внешние обстоятельства выходят за некоторые пределы, теория оказывается неработоспособной. Пример тому соотношение механики Ньютона и механики теории относительности. Когда скорости заходят за некоторые пределы, то модели ньютоновской физики перестают работать. То же самое и в аэродинамике. Пока мы можем считать газ несжимаемым, работают одни модели. Если же на больших скоростях газ становится сжимаемым, то оказывается, что аэродинамика сверхзвуковых скоростей и близких к скорости звука скоростей, она не такая, как аэродинамика низких скоростей. И здесь встает вопрос о соотношении теорий, экспериментов, описаний и интуиции. Реально, в общем, получается так, что многие могут вспомнить в своей жизни ситуации, когда внутренний голос говорит, что не надо чего-то делать, а вы делали это. И в результате возникала некая неприятность. В то же время многие могут вспомнить, когда воображение рисовало жуткие кошмары, и тем не менее ничего не происходило. Кошмар. Все протекало более-менее благополучно, обычным жизненным порядком. А теперь вот, если кто помнит в своей жизни такого рода ситуации, то постарайтесь воспроизвести в себе, не сейчас, а потом, на досуге, то настроение, которое было вот в те времена, когда внутренний голос предупреждал, что чего-то не надо делать. И в те времена, когда воображение рисовало жуткие кошмары. Если вы вспомните свое настроение, ощущение мира, ощущение себя, то вы согласитесь с тем, что вы были в разном настроении. И надо уметь различать в себе то настроение, когда воображение в силу разных причин рисует кошмары, и то настроение, когда интуиция
подсказывает, что чего-то делать не следует. Поэтому реально, в общем-то, получается так, что практика – критерий истины, но если вы умеете различать в себе игру вашего воображения или наваждение извне, и проявление интуиции, и озарение развлечения, тогда вы увидите, что принцип практики критерий истины работает не только постфактум, но и упреждающий по отношению к тем неприятностям, которые реально могут быть, для реализации которых созрели обстоятельства. Это вот очень тонкий, психологически тонкий вопрос. Дальше. На прошлой лекции мы рисовали схему того, как в психике человека может обрабатываться информация. И было две главные задачи, которые каждый человек должен решать в своей психике. Первое – удерживать волевым порядком преемственную последовательность, цепочку озарения развлечения, внимания и осмысления того, что дано в развлечении. Если происходит сбой в этой цепочке, это, в общем-то, эквивалентно тому, что вы пропускаете некий меч в свои ворота, а неприятности будут не условные, а неприятности будут реальны. И вторая задача – поддерживать вот ту схему обработки информации, которая была нарисована третьей. Когда информация, приносимая в уровне чувств, грузится в память, а потом на основе всей информации, которая есть в памяти, вырабатывается линия поведения. При этом в памяти есть зона, которая названа карантин, куда грузится та информация, о достоверности которой на момент получения вы ничего сказать не можете. Вот если вы смогли определить эту информацию достоверно, то вы можете потом уже, после этого определения, закладывать ее в принятие важных решений в вашей жизни и в той деятельности, которой вы занимаетесь профессионально. Если нет, то до выяснения обстоятельств лучше будет, если она будет сидеть в карантине, и вы будете принимать решения как-то помимо них. Второй вопрос, который связан с теорией практики познания, что человек, в общем-то, воспринимает мир большей частью в образах. Образное мышление работает гораздо быстрее, чем логическое, гораздо быстрее, чем лексика. Но, тем не менее, между ними должно быть определенное соответствие и взаимосвязь. Наше миропонимание носит дискретный характер. То есть мы мыслим конечным набором каких-то конечных понятий, и что происходит в пределах этих понятий при избранной нами степени детализации описания предметной области нас, в общем-то, не интересует. Но, тем не менее, мы пользуемся какими-то формулировками. Мы пользуемся символическими моделями, как в математике, когда используем ее для решения каких-то задач. И каждый раз, когда мы пользуемся лексикой,
хоть живой человеческой речью, хоть каким-то специфическим языком науки, вы должны очень четко соотносить явления, которые есть в жизни, наши собственные образы этих явлений и ту лексику, которой мы выражаем наше понимание о жизни. Философия у вас была? Да. Так, хорошо. Что такое диалектика, вам рассказывают? Но если вы нам разъясните, может быть, вы вспомните. Нет, ну все-таки, кто может вспомнить что-нибудь о том, что такое диалектика? Как вам это рассказывать? Психосоматическое заболевание. Не связано диалектика? С чем? С психосоматическими заболеваниями. Нет. Это же диалектика не область психологии, разве? Нет, диалектика не область психологии. Диалектика, по идее, это какая-то особенность. Если так рассматривать. В общем, древние греки называли диалектикой искусство ведения споров или диспутов путем задавания вопросов. По существу греки были правы, хотя диспут как таковой это только одно из многих средств анализа ситуации и выработки истинного знания, которое работает и в быту, и работает в науке. То есть диалектику можно определить как интеллектуально-рассудочную процедуру постановки вопросов и нахождения на них ответов, в результате которой возникает новое знание. Может быть, знание не новое, но вы сами производите знание. Что при этом происходит? Когда вы ставите вопрос и находите на него некий ответ, разрешается некая неопределенность. А дальше получается так, что если мы признаем, что информация и система ее кодирования – это объективная часть мира, то всякий вопрос содержит в себе предпосылки к правильному ответу на него. Если вы точно формулируете вопрос, по сути вопрос становится зеркалом ответа. Не требуется, в общем, никаких интеллектуальных особых усилий, не надо морщить репу, как говорят, пыхтеть, потеть, истекать чернилами в попытке доказать что-то. Все получается само собой. Но в то же время диалектика не логика. Логика чем характеризуется? В логике есть определенные правила. И вот если вы имеете некие исходные данные и опираетесь на процедуры, признаваемые в той или иной логике законными, допустимыми, вы приходите к неким заключениям. И если исходные данные достоверны, взаимно совместимы друг с другом, то логика позволяет получить результат, который считается вне истины. Все это дело было у вас в школе, на уроках геометрии и на прочей математике, когда доказываются разные теоремы. Диалектика не логика по той простой причине, что в ней вопросы ставятся исходя из жизни, из восприятия жизни, а не исходя из исходных данных и ответов на предшествующие вопросы. И здесь мы оказываемся в той ситуации, когда выясняется, что вот вопросы возникают все-таки из развлечений, а потом они переходят в область внимания. Вопросы обусловлены развлечением, нашим вниманием и взаимосвязью всего вот этого с мировоззрением,
нашей памятью, дальше все это дело преломляется через нравственность, которая обуславливает работу интеллекта, и на выходе получается знание. И корень в развлечении. Вот эту вот схемочку вы тоже, пожалуйста, нарисуйте. Постарайтесь ее прочувствовать. Если мы находимся в пределах атеистического мировоззрения, то развлечение непознаваемо. Если мы находимся в пределах религиозного миропонимания, то развлечение непосредственно от Бога, и никто, кроме Бога, над ним не властен. Но Бог как субъект обладает определенной нравственностью. Есть некий смысл бытия, творения мира, пребывания каждой души в этом мире. И если субъект уклоняется от своего предназначения, пытается делать что-то вопреки промыслу, в развлечении либо не будет ничего дано, и диалектика всего этого не сможет выдать новые знания, либо в развлечении будет дано что-то такое, что при правильном осмыслении позволит ему пересмотреть свои нравственные стандарты, и уже на основе измененных нравственных стандартов, на основе того, что есть в его мировоззрении, его памяти, произвести некое знание, которое поможет разрешить те проблемы, с которыми сталкивается он лично и общество, в котором он живет. Понимаете, все вот это вот на словах очень абстрактно. Но если вы постараетесь прочувствовать в себе те явления, которые стоят за этими словами, то вы обретете новое качество жизни. А статистика ошибок и неприятностей, она потихонечку будет сходить на нет. Значит, естественно, встает вопрос практически. Михаил Викторович, вы все рассказали на словах. Вы, допустим, этим в какой-то степени владеете, если рассказываете, а нам-то что делать, если мы хотим? Вот какие есть соображения на тему о том, что вам делать? Ладно, тогда понимаете, вот, литература, тексты бывают двух разных видов. Вот, в одних текстах человек излагает то, что знает. И излагает он это в некой последовательности, в той, которая, на его взгляд, наилучшим образом соответствует миропониманию адресата, к которому обращен текст, чтобы адресат понял это содержимое. А если вы занимались когда-нибудь программированием для компьютеров, то вы знаете, что многие языки программирования содержат оператора debug. И по указанию этого оператора принтер выдает распечатку всех машинных команд, какие были в процессе работы программы. Вот этот оператор debug, он используется для анализа того, где в алгоритмах, в
программы совершают сбой. Второй вид литературы, текстов, это когда человек не излагает то, что знает, а в письменной форме мыслит. Это разные вещи. То есть текст фактически распечатка его процесса мышления. И вот если человек владеет в некоторой степени диалектической культурой познания и в письменной форме излагает, точнее не излагает, а вырабатывает свое понимание тех или иных проблем жизни, то вся вот эта вот диалектическая процедура познания оказывается запечатленной в тексте. Соответственно, если вы читаете такой текст, то вы его можете читать, интересуясь двумя аспектами заключенных в нем смысла. Первый – это явный и открытый. Это выход на понимание неких проблем, исходя из тех исходных данных, которыми он обладал, приступая к рассмотрению этой проблематики и пути ее решения. И вот в разных текстах, посвященных разным проблематике, вот этот вот слой смысла будет разным, поскольку он просто обусловлен проблематикой. Но если эти тексты выражают его личностную диалектическую культуру познания жизни, то именно она будет выражена в каждом из них. Поэтому, если вы прочитываете такой текст по первому разу, интересуясь проблематикой, то когда вы поняли проблематику, вы можете прочитать этот текст, интересуясь не проблематикой, а интересуясь тем порядком выявления неопределенностей и постановки вопросов по их разрешению, которая привела именно к этому освещению проблематики. Вот. Встает тогда вопрос, кто из писателей владел хорошо вот этим, из чьих текстов можно воспринять эту вот диалектическую культуру познания. Был такой поэт, заодно действительный член Императорской академии наук Хомяков в XIX веке. У него можно почитать, воспринять некую диалектику, которая, однако, была ограничена тем, что он был выцерковлен в православной вере, и православная вера кое-что подрезала в его мировосприятии и миропонимании. Гегеля читать бесполезно, хотя Гегель в марксизме предстает как вот основатель, один из основоположников европейской диалектической культуры. Фактически Гегель был логик, очень хороший, мощный логик. Маркса читать тоже без толку, хотя Энгельса прочитать можно. А Канта? Знаете, Кант – это особое явление в философии, поэтому его, если есть время, следует прочитать, не следует подпадать под его власть. То есть под его мировосприятие? Да. Под его мировосприятие и его миропонимание. Ну, что-то такое вы говорили про Фрейда тоже. Да, и про Фрейда тоже.
потому что Фрейд – это бред, который стал массовым эпидемией на Западе. Можно читать Сталина. Как это вас не удивит в связи с той кучей клеветы и лжи, которые после 1953 года вывели на этого человека? Можно читать ту литературу, которая была рекомендована. Хотя это очень тяжелый труд, я понимаю. Но потом, когда выдастся время, и вы вспомните о том, что вам об этом рассказывали, если вы прочитаете и освоите, то будет некая польза. Второй вариант – это вот то, от чего вы уклоняетесь. Таня сейчас уклонилась, Надя уклонилась. Если вы хотите понять современную историю, современную политику, то вы должны, вам неизбежно придется влезть в историю Древнего Египта и задуматься над некоторыми особенностями. Вот Египет вытянут вдоль Нила, вот дельта Нила, вот Средиземное море, ну и там некая география по карте посмотрим. Было два царства, северное и южное. Они были объединены в конце концов. Но в каждом из этих царств была своя жреческая команда. Каждая жреческая команда состояла из 10 человек, плюс один. Ее координатор, тоже 10 плюс 1 на юге. Южные считались старшими, а северные считались чуточку помладше. Ну, это было два верховных жреца. И был фараон. Учебники истории рассказывают обычно, что вся жреческая команда – это, в общем, слуги и обслуга власти фараона. Реально дело обстояло наоборот. Жреческая власть, она была более значимой, чем власть фараона, потому что один из верховных жрецов был посвящен в сан бога солнца Ра, а фараон был только сыном солнца. То есть соотношение понятно. А дальше встает вопрос. Вот в Риме были триумвираты. Во многих комитетах заботятся о том, чтобы количество участников было нечетным. Делается это для того, чтобы исключить ситуацию, когда голоса разбиваются поровну, и решение выработать не можно. А здесь вот мы видим два верховных жреца с равными полномочиями. Система работает на протяжении нескольких столетий, если не тысячелетий, в преемственности поколений, и они не обеспокоены тем, что два верховных жреца по одному и тому же вопросу могут иметь взаимоисключающие друг друга мнения. И пока они не договорятся, не будет принято управленческое решение. Ну, тут может встать вопрос. Так они ж могут жребий кинуть, пятачок подбросили, упал так, упал сяк, решение принято. Но если подбрасывается пятачок или другая монетка, возникает встречный вопрос. А тогда нафига все вот это вот?
фараон сам может бросать пятачок без того, чтобы были вот две команды, да еще изрядное материально-техническое обеспечение их деятельности. Потому что в Египте был так называемый дом жизни. Аналог нашей Академии наук, только с большими полномочиями, потому что по первому требованию дома жизни туда доставлялось все, что можно было достать. И фактически в экстренных ситуациях этот дом жизни и жреческая команда были в состоянии заставить работать на решение какого-то вопроса всю экономику Египта. Вот ответ на этот вопрос, почему их двое, почему они равноправны, и почему эта система воспроизводилась из поколения в поколение, ответ на него можно дать в психологии. Вот если всякий индивид работает, вырабатывает знания в этом режиме, в этом алгоритме, и два человека работают над одной проблемой, в общем-то, в этом алгоритме, а на выходе оказывается знание 1 и знание 2, и знание 1 не равно знанию 2, то если обращаться к этому алгоритму, встает вопрос, а где источники расхождений? И главные источники расхождений – это мировоззрение, то есть один знает то, чего не знает другой, и это выливается в специфический вид знания. Второй источник расхождения – нравственность. Если у одного одни нравственные стандарты, у другого другие нравственные стандарты, то разные алгоритмы обработки информации и неизбежно разные результаты. И третий источник расхождения – развлечения. Потому что мы будем считать, что невнимательность на уровне верховных жрецов, которые прежде чем туда попасть, демонстрировали очень высокую личностную культуру психологической деятельности и самообладания, это фактор исчезающий мало. И, соответственно, получается так, что если оба они владеют некой диалектической культурой познания и получают вот такой вот результат, понимают источники расхождений, то они могут заняться в отношении друг друга психоанализом, но не фрейдовским, а направленным на изучение вопроса, не знает ли один чего-то из них. Это самый простой вариант. Более сложный вариант – выявить те нравственные стандарты, по которым приходят к разным мнениям. Поскольку решение должно быть одно, возникает вопрос об ошибочности нравственных стандартов. Теперь вот согласитесь, что если мировоззрение я-центричное, амбиции и притязания немерено, то фраза «Вася, ты не прав, у тебя сбоит нравственный стандарт в отношении этого» вызывает реакцию «А пошел ты». Вот. Но если человек пошел, то вот эта вот система оказывается неработоспособной. А если он не пошел, а говорит «понял, будем изучать», то в конце концов из психоанализа они вычищают ошибки собственного субъективизма. То есть дополняют друг друга как бы и делают... Да. То есть, если ошибся кто-то один, то реакция «спасибо, Вася».
Вот. Если ошибся кто-то другой, спасибо, Пете. Если ошиблись в чем-то оба, то, проведя процедуру взаимного психоанализа, взаимопонимания, порывшись в глубинах собственной психики, они меняют мировоззрение, нравственные стандарты и вырабатывают третье знание. Возникает знание 3, которое много больше, чем знание 1, либо знание 2. Этот вопрос понятен? Вот ради того, чтобы получить знание 3, Египет на протяжении многих веков держал вот эту вот структуру. Причем, понимаете, здесь возникает еще одна такая особенность. Производительность бессознательных уровней психики на порядок превосходит производительность уровня сознания. То есть, если в результате вот этой процедуры, особенно когда она ведется в письменной форме, возникает некое знание, да, вот в первом приближении они его поняли, но личностно до него дорасти, чтобы произвести знание 4, которое будет мощнее, чем знание 3, им потребуется, может быть, несколько десятилетий. То есть то, что называется, можно назвать тандемным принципом деятельности, это очень мощная психологическая процедура. И в ней, если вы в нее входите с человеком, который более-менее владеет культурой диалектического познания, то в этом режиме вы сможете воспроизвести в себе эту же культуру. Но если вы вот такие, какие вы есть, и в вашем окружении так сложилось, нет людей, которые бы владели, несли в себе вот эту диалектическую культуру познания, то, понимая вот это вот, зная, ради чего Египет держал вот эту вот систему веками, вы сможете выработать ее в себе сами. Просто входя в решение не надуманных, а реальных жизненных проблем. Теперь еще один вопрос о том, как люди становятся пленниками формулировок. Вот было сказано, что слово «луна» — это только палец, указывающий на Луну. Но Гегель написал законы диалектики. Их 3. Первый закон – закон единства и борьбы противоположностей. Такое вы слышали в философии? То есть эта формулировка вас однозначно обрекает на рассмотрение некой пары явлений. Плюсы и минусы. А если вы посмотрите на жизнь, не зная этой формулировки закона, то вы увидите, что в реальных процессах взаимодействуют не только пары. Более того, многие процессы невозможно свести к парным отношениям. И, соответственно, если вы подрезаете образное восприятие и образное моделирование мира под первый закон диалектики в гегелевской формулировке, вы порождаете заведомо примитивную систему, которая в каких-то ситуациях окажется неработоспособной. Поэтому от этой формулировки надо сразу отказаться и говорить о том, что в мире взаимодействуют разнокачественности. Развлечение
психики индивида этих разнокачественностей, оно дается свыше в озарениях развлечений. А дальше уж осмысляйте сами, в каких взаимоотношениях эти разнокачественности находятся. И не пленяйтесь законом о том, что вот противоположности борются. В общем, если они очень сильно борются, то могут разнести все вокруг. А это не всегда нужно вам, но зато это может быть нужно тем, кто подсунул этот закон и стоит за ним, и эксплуатирует. Ну, второй закон диалектики тоже помните. Не отрицание, не отрицание, а переход количественных изменений в качественные. Ну, да, действительно, если мы берем атом водорода, берем ускоритель, загружаем в ускоритель протон, вбиваем в ядро водорода протон, мы получаем гелий. Кажется, закон работает. Но обратите внимание, в языке есть числительные и количественные и порядковые. Химию проходили? Да. Что такое изомерия? Изомерия – это Когда одинаковое количество атомов, Правильно. поэтому разные совершенно. Да. Стало быть, вот явление изомерии не вписывается во второй закон диалектики в гегелевской формулировке. Тоже отодвинься, не надо нам таких законов. Третий закон, вот закон отрицания и отрицания. Вот чисто эмоционально слово отрицание, оно хорошее? Нет. Нет. То есть вы программируете всякий раз, входя в закон отрицания и отрицания, череду отрицаний и разрушений. А давайте смотреть вот на любое явление иначе, забыв об отрицании и отрицании. Вот закон отрицания и отрицания, как его иллюстрируют философы, вот, дескать, посеяли семечко, семечко само себя проотрицало, выросло растение, растение само себя проотрицало, высыпались новые семечки и так далее. Вот это искусственное притягивание за уши несоответствующих явлений и условий. Потому что реально происходит? Семечко посеяли, семечко проросло, семечко выполнило свое предназначение. И произошло не отрицание семечки, а произошло преображение. Растение выросло. Началось цветение. Почка преобразилась в цветок. Цветок преобразился в плод. То есть развитие идет не через череду отрицаний. Развитие идет через череду преображений. Да, преображение совершается быстро. Но преображение готовится долго. Это вот к вопросу о том, что не надо быть пленниками формулировок. Слова должны подбираться соответственно тому, что происходит всякий раз, когда произносится слово. Иначе получится попугайско-магнитофонный режим. В чем разница? Вот представьте, вы приходите в гости, ваш друг играет на гитаре, у него определенное настроение, у вас тоже какое-то определенное настроение. И он желает вам чего-то исполнить. И вот свое настроение так или иначе он вкладывает в музыку. Когда вы сидите, слушаете эту музыку, она соответствует вашему настроению, если это действительно близкий друг, который вас хорошо чувствует. А теперь другая ситуация. Вы приносите домой компакт-диск с той же самой музыкой, грузите в проигрыватель, садитесь и слушаете. В чем принципиальная разница?
Потому что он каждый раз будет играть одну и ту же музыку. Во-первых, он будет играть каждый раз одну и ту же музыку. В той музыке запечатлено настроение исполнителя, обусловленное теми обстоятельствами, которые были тогда, когда была запись. А если запись еще производилась не на одном дыхании, а в несколько приемов студийная, то это вообще, мягко говоря, не тот компот. Потому что если говорить о том компоте, ну отвлечемся в из кулинарии, правильно компот варится так. Берется вода, доводится до кипения. Туда загружаются фрукты, либо сухофрукты. Доводится до кипения, закрывается крышкой, снимается с огня и медленно остывает. А сахар? Сахар туда не надо. Почему? Потому что сахар – это, в общем-то, искусственный продукт. Но он же получен Подождите. Когда он сварится и остынет, вот, жидкость, которая будет в кастрюле, она будет обладать некой кристаллической структурой. Это жидкий кристалл. И вот тогда, не взбалтывая, не перемешивая, не разводя его надо аккуратненько, половничком зачерпнуть и перелить в чашечку, из которой вы будете его пить. И вот в эту чашечку лучше добавить уже не сахар, а мед. Медленно, не торопясь, чтобы не поломать эту структуру, а чтобы организовать новую компотно-медовую структуру, создать вот некий напиток, который будет не только вкусным, но и полезным. А если вы бабахнете в кастрюлю сахар, когда будете варить компот, то вот та внутренняя структура, которая возникнет после остывания, она будет неправильной. Но это тоже надо прочувствовать, сварив компот так и сам. Вот. Ну а теперь от кулинарии вернемся к тому, что все знают. Вот 5 марта была очередная годовщина со дня строительства. По всем каналам показали фильмы на тему о том, какой Сталин был маньяк, деспот, тиран и так далее и тому подобное. Ну а теперь давайте обратимся к общеизвестным фактам. Якобы маньяк Сталин не верил никому из своих мудрых гениальных военных, убивал мудрых гениальных маршалов типа Тухачевского, и верил только маньяку Гитлеру, еще более злобному, чем маньяк Сталин. А маньяк Гитлер взял, обманул маньяка Сталина и 22 июня напал на Советский Союз. Примерно так средства массовой информации излагают события. Фильм «Перл-Харбор» американский вы видели? Очень обстоятельно, хорошая. Ну, если лирику вынести за скобки, то все, что касается видеоряда событий в Перл-Харборе, оно довольно актуально и правдоподобно. Что вы знаете о потерях корабельного состава военно-морского флота Союза СССР в ночь на 22 июня? Ведь по логике вещей, если вот армады немецких самолетов прилетают в Севастополь, там стоит линкор, несколько крейсеров, десятки эсминцев, подводные лодки, что должно быть в Севастополе? Абзац. Абзац. В Кронштадте стоит линкор, несколько крейсеров, опять подводные лодки. Что должно быть в Кронштадте? Тоже абзац. А учебники истории ничего не сообщают об абзаце. Что было на самом деле? На самом деле с 15 мая 1941 года всем кораблям флота при нахождении в море была дана команда
держать оружие в готовности к боевому применению. Какая внезапность? Когда немцы прилетели бомбить Севастополь, то на дальних подступах к Севастополю ПВО флота засекло самолеты, сообщило, куда надо. Там дали команду о приведении всего в полную боевую готовность, и когда немцы прилетели в Севастополь, их встретил хорошо организованный огонь зенитной артиллерии. На Балтике было то же самое. Вот потери советского военно-морского флота в корабельном составе в ночь на 22 июня нулевые. Хотя повреждения были. Крейсер «Максим Горький» и один из эскадренных миноносцев подорвались на магнитных минах, которые немцы начали выставлять загодя до начала войны. Ну а теперь вот давайте ставим правильные вопросы. Вот одно государство, два вида вооруженных сил. Один вид вооруженных сил встречает войну по боевой тревоге, а представители другого вида вооруженных сил говорят: нам маньяк Сталин не верил, что Гитлер нападет. И вот война случилась внезапно. Ребята, ну так ведь не бывает. Если в одном государстве один и тот же маньяк, он не мешает адмиралу Кузнецову готовить флот к войне, и когда Кузнецов ему докладывает о том, что по его данным война начнется 22 июня, то Сталин ему не возражает, не вызывает Берию, и Кузнецова не расстреливает. А Кузнецов действительно знал, что война начнется 22 июня, и докладывал об этом не только Сталину. А откуда он это знал? В главном морском штабе велся учет всех иностранных кораблей, которые находятся в портах Советского Союза. И количество кораблей откладывалось на графике. Дата, количество, вот 22 июня этот график переходил через 0. Вот если аппроксимировать этот график, обычно ведь какой режим? Одни корабли пришли, другие ушли. И он колеблется вот где-то так. Может быть, есть какой-то низкочастотный. Ну так, чтобы вот оно все катилось к нулю, такого не бывает при нормальных отношениях. И для наркома Кузнецова это был явный неоспоримый знак, что после 22 июня что-то будет. Что может быть, когда? Война. Сталин его не сослал, ничего, все как надо. Кто был начальником генерального штаба последнее предвоенное полугодие? Маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Следующий вопрос. В армии кто служил? Может, кто знает, кто отвечает за организацию связи во всякой войсковой части? Связисты. Связисты. Ну, кто руководит? Начальник штаба. Главный связист. Связисты работают под руководством начальника штаба, и за организацию связи отвечает начальник штаба. То есть, если происходит 22 июня, то первый вопрос к товарищу Жукову. Георгий Константинович, а чем вы занимались в последнее предвоенное полугодие? На этот вопрос у Георгия Константиновича нету ответов. Но есть книжка Мартиросяна, правда, генералиссимус. Мартиросян в этой книжке показывает, чем занимался Георгий Константинович. Значит, был план Шапошникова по отражению агрессии. Шапошников был начальником генерального штаба до Жукова. Но Шапошников был в возрасте, кроме того, он был из царских офицеров, и Сталин его либо по возрасту позволил уйти,
либо не хотел подставлять, потому что план Шапошникова, он во многом был аналогичен плану Багратиона. То есть массированную агрессию мы принимаем весьма малочисленными подвижными группировками войск, а главные силы находятся в тылу на укрепрайонах. И задача подвижных группировок войск в интервале между государственной границей и укрепрайонами не дать немцам наступать куда они хотят, а выдавить их вот на укрепрайоны, где они обломают зубы об оборону и все такое прочее. А план Тухачевского, он предусматривал встречный блицкриг. И для встречного блицкрига надо было сосредоточить войска, по возможности ближе к районам их предполагаемых действий. И вот Мартиросян показывает, что Жуков и Тимошенко, тогдашний министр обороны, хотя юридически действовал план Шапошникова, и все директивы писались якобы под него, устно, на основе личной договоренности, развертывали войска в соответствии с планом Тухачевского. Конечно, на словах встречный блицкриг — это очень красиво. Они напали, а мы им навстречу как вломили. Но тут есть один вопрос только. А вот когда они напали, развернутые войска выдержат массированный удар? Не выдержат. И вот именно это произошло 22 июня. Дальше, в общем, у немцев связь была хорошая. В предвоенные годы саботировалось развитие войск связи. Средства связи не заказывались ни для танков, ни для авиации, ни для сухопутных войск. Потеря управления войсками в бою – это разгром. Кто за это отвечает? Не командиры, министр обороны, замнаркома обороны по вооружениям. За что расстреляли Тухачевского? За то, что он был замнаркома обороны по вооружениям. И в тот период, когда он сидел на этой должности, не было создано одно поколение боевой техники. В результате в войну мы вступали с устаревшими истребителями И-16, устаревшими самолетами СБ-бомбардировщиками, устаревшими танками БТ основными, а новые самолеты и танки, они только в 1941 году запускались на вооружение. А одно поколение боевой техники должно было быть создано так, чтобы оно поступало на вооружение где-то году в 1939, и чтобы оно заменило собой вот эти старые самолеты И-16, СБ и старые танки БТ. То есть дальше генерал Павлов на следствии признал факт участия в заговоре и в том, что он раскрыл фронт немцев. Павлов после войны был реабилитирован. Посмертно? Посмертно. Ну, сами понимаете, если миф о внезапном нападении, о том, что маньяк Сталин всем мешал, рассыпался, то, соответственно, те, кто этот миф грузит и продолжает грузить, они наследники того заговора, который реально громили в 1937 году, но которые не выбросили до конца. Вот если так, то все сходится. Если не так, а согласно официальной версии истории, то возникает множество вопросов, на которые в официальной версии истории нет ответов. Но эти вопросы не поднимаются широко.
эти вопросы не поднимаются. Но если вопросы поднимаются, то на них находится ответ. То есть, если в обществе диалектическая культура мышления норма, диалектическая культура познания норма, то когда Сванидзе начинает рассказывать о том, что он рассказывает, то неизбежно натыкается вопрос: Николай Карлович, ты это здорово по неведению или по умыслу? Он историк, Он не историк, он публицист, но он кончил исторический факультет, то есть у него систематическое образование в области истории. Понимаете, как это дело складывается? А вот разнести миф – это вот диалектика на практике. Для того, чтобы разрушить любую теорию или показать ее ограниченность в применении, нужен всего один факт, который не лезет в эту теорию. Вот если находится факт, теория рассыпается, надо конструировать другую теорию. А другая теория возникает вот тоже вот в этой вот процедуре, которой, в принципе, надо владеть всем. И, в общем-то, школа с 1 класса должна учить детишек тому, чтобы из школы они выходили вот с этим. Потому что, понимаете, это очень неэффективная система образования, когда вот лектор читает лекцию. Вот если в 1 классе учить скорочтению, то нормально, если студенты перед лекцией прочитывают текст, чего-то из него понимают, а потом на лекции происходит некий диспут, обмен мнений. В тандемном режиме, либо в политандемном режиме. Теперь, что такое политандемный режим? Египтяне, судя вот по этой структуре, они использовали его, ну скажем, в варианте ромашка. Есть координатор, есть вокруг него вот эти вот 10, и координатор поочередно работает с каждым из них. Вот. Второй вариант. В общем, участников может быть много. Некто рождает первый текст. То есть он говорит, есть проблема, я понимаю эту проблему так, и излагает в тексте письменно, чего и как он понимает. После этого первый текст передается второму участнику тандема. И тот пишет в этот первый текст все, что хочет, и вычеркивает из него тоже все, что хочет. При этом, естественно, какой-то обмен мнениями между ними тоже существует. И далее этот первотекст крутится вот по этой вот цепочке. Замкнутой цепочке. Ну и возникает вопрос, а что на выходе? Вот. Надя, выход есть. Что ты знала? Если люди не владеют диалектической культурой познания, если проблема надумана, то процесс рассыплется. Он рассыплется просто в силу объективности информации и мер. А вот если люди владеют диалектической культурой познания, то этот процесс завершается тем, что возникает какая-то там по счету редакция этого первого текста, который не один раз, не один, это может 2, 3, 4, 5, это может тянуться иногда несколько лет, но тем не менее этот процесс завершается.
выходом на некое новое знание, которое участникам вот этой процедуры тоже в ряде случаев приходится догонять несколько лет. И тот текст, который оказывается на выходе, он содержательный и по уровню миропонимания очень-очень отличается от того первотекста, который был загружен в процесс в самом начале. Вот это вот те психологические практики, о существовании которых вы должны знать и по возможности пользоваться ими в жизни, когда встают проблемы. Вот, в принципе, сегодняшняя лекция – это самая главная лекция за все время вашей учебы в институте. Нет. На остальное ходить надо для чего? Потому что если вот вы это знаете и освоили, вы, в принципе, будете способны самостоятельно воспроизвести весь набор знаний, который необходим для той или иной работы. Но вопрос в том, что не надо проходить весь путь от обезьяны до человека самостоятельно. Надо пользоваться наработками прошлого, но воспринимать их критично, потому что в культуре есть ошибки. Если бы в культуре не было ошибок, мы бы жили в очень благоустроенном обществе. Проблем бы было бы меньше, существенно. Вот. Значит, осталось там минут 10. Сейчас я запущу компьютер, а после этого на сладкое, если хотите, можно будет посмотреть на то, что некоторые товарищи считают Ноевым ковчегом в горах Арарата. Нормально. Я посмотрел. Это там отпечаток как-то? Нет? Это там корабль. Там не корабль, там отпечаток. Там корабль. Там окаменевший корабль. Да нет. Умная техника, да? Ну, насколько Microsoft умные ребята, настолько и умные. Сами понимаете, что Билл Гейтс – это проблема. И у меня в подъезде лет 10 уже как написана фраза «Windows must die». А у меня в подъезде ямки бомбом. Инопланетянин нарисован, да? Нормально. Ну, еще на будущее. Тандем, в принципе, запрограммирован генетически. Мужчина и женщина в семье, в идеале. На основе вот всего этого могут быть беспредельно счастливы. Несчастье от того, что этим пользоваться не умеют.